Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, съемка ведется на сам аппарат. Это первый смартфон с 200-мегапиксельным сенсором. Motorola, кто-то назовет его 30 Ultra, кто-то X30 Pro, кто-то еще как-то. Он есть в глобалке, есть в китайской версии. Но вы должны сразу помнить: первое, он классно снимает фото. Второе, у него есть 4К на фронталке. Третий момент, самый важный, у него просто максимально топовое железо. И помимо всего этого у него есть реверсивная зарядка, беспроводная зарядка. Помимо беспроводной зарядки, разумеется, у него камера может снимать в 8К. Сейчас, еще раз повторяюсь, вход пишется на него в 4К 60 FPS. Разумеется, LPDDR5 и вообще полный максимальный фарш. Но у него грани, как мы знаем прекрасно, водопадом. Мне лично они не нравятся. Еще один огромный плюс у китайской глобальной версии для этого смартфона, неважно, какой вы конкретно для себя, может быть, выбираете. 7-е, 20-е бенды для 4G у него на борту, и 5G бенды тоже все, которые нам нужны. Поэтому я думаю, вам будет девайс данный интересен, учитывая его стоимость. Она прям нереально привлекательная с первых минут продаж. Смотрим. Наконец-то я смогу пообозревать смартфон, который хотят очень много людей. Но в основном это не мои подписчики. Почему? Потому что я, еще раз повторяю, что я за то, чтобы чуть-чуть добавить и всегда приобрести себе бренд первого эшелона. К чему Motorola, Lenovo и остальные их тусовка, один и тот же конгломерат, не относится. Это Lenovo Moto, точнее это Motorola X30 Pro. Крутой смарт. Очень. Тем более я купил его на Али довольно дешево, поэтому я уверен, что я его каким-то образом доперепродам. Но вдруг он мне понравится, я буду с ним ходить. Это будет очень забавно, интересно. Ну, все бывает, так сказать. Посмотрим. Dolby Atmos, Qualcomm Snapdragon Pro. Ну, это все вы слышали и так в начале. А сейчас я снимаю пломбу. Пломба эпичная просто. И каким-то образом, видите, коробка как закрыта. То ли мне туда еще что-то запихали, то ли у меня там нет смартфона. Но смартфон есть, это хорошо. А вот ощущаете, вот сейчас у меня внутренняя просто борьба, потому что оно очень классно выглядит. Я только что вскрывал ZTE и плевался по поводу всего. А здесь Moto классно. Type-C-шник не идеально по центру, но классно. Здесь указан Dolby Atmos. Очень похоже, что это металлическая рамка, потому что здесь у нас есть вставки пластиковые. Да, это металлическая рамка. Здесь у нас Type-C-шник, еще раз повторяюсь, не по центру. Нет мини-джека, но вот это хочется носить в руках. Я его 3 месяца хейтил до покупки, после покупки. А теперь такая подстава. Я не люблю признавать, что я какая-то обезьянка. Может быть, он не включится? Ладно. Запах химии такой, что он меня отрезвляет. Чехол такой, что он убивает вообще всю магию, потому что вы видите даже вот это вот состояние этого хламантина. И если вы когда-то сможете зайти в магазин и пощупать вот этот вот не хламантин, то тактильно вы очумеете. Сборка и все остальное прямо прелесть. Чехол, конечно, убивает всю эту прелесть. По поводу зарядки. Разумеется, здесь Type-C на Type-C. Максимально у нас бодрых 125 Вт. К слову, напоминаю, что все эти зарядки, вот написано, допустим, 125 Вт. Или я тестировал Vivo IQ 10 Pro. Vivo IQ 10 Pro. И Vivo IQ 10 Pro мне говорила: друг, у меня 200 Вт. Я такой: ей! А по факту оно заряжало при 190 ваттах всего 3 минуты, а все остальное время при 67 ваттах. То есть то, что мы видим 100, 120, то это плюс-минус те же тапки, только в профиль. Вполне возможно, он будет не намного медленнее заряжать смартфон, чем это дело. Русского языка здесь, разумеется, нет. Возможно, кто-то будет как-то все это дело обновлять, перепрошивать. Программы существуют, программы работают. По экрану фронталка довольно толстенькая. Если брать грани, нелюбимый мной водопад, но реализован он так, что как-то и не докопаешься. Подбородок самый минимальный, просто вообще вот совсем-совсем. 202 грамма и приклеился почему-то. Почему он приклеился? Предустановленные программы мне предлагают китайские почему-то, хотя он регион вроде определил. Определил регион, почему не мои программы? И даже тест на Безумного Макса он проходит отлично. 12,2 с блоком камер, 8,7 без блока камер. Защитная пленка с хорошей олеофобкой есть, в отличие от ZTE. 74 мм ширина, 162 мм высота.
Внешне это просто топовый компакт. Смотрим. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно, разумеется, это 5 мибэндов 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте, что еще разыгрывается iPhone 14, OnePlus Nord N20 SE, Текновский Smart и Poco M5s. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит любой коммент, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в черной и белой расцветке. Смартфон выглядит стильно, в отличие от других моделей, которые я обозревал у Motorola. X30 Pro или по-другому Ultra выглядит очень интересно, но в то же время дизайн схожий со многими смартфонами других производителей, что мы Redmi возьмем, что любой аппарат от BBK. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамки алюминиевые. Смартфон довольно компактный и тонкий, в руке без чехла, как и с чехлом, лежит комфортно, и пользоваться им одной рукой можно. Сборка хорошая, как и материалы, никаких больших зазоров или чего-то подобного лично я не заметил, все в рамках допустимого. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 с Ready for. Далее есть микрофон, ИК-порта, как и мини-джека, не завезли. Динамики основной и разговорный, который также выступает в роли основного. Звучание неплохое, но вау-эффекта нет, к сожалению. Смартфон также поддерживает Dolby Atmos, защита от пыли и влаги официально не заявлена, топить я его поэтому не стал. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Стекло Corning Gorilla AG, 100% широкая цветовая гамма DCI-P3, 1 миллиард цветов и 10 бит на цвет. HDR10+, разумеется, на борту. Плотность пикселей классическая, по мне идеальная, 393 ppi, ничего лишнего. Яркость пиковая 1250 нит, а максимальная 1000 нит. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, но хотелось бы еще запасик. Разумеется, в ряду с флагманами, у которых по 1700 нит, яркости мало, но для повседневного использования лично мне было достаточно. Мгновенная частота дискретизации касания 1500 Гц, частота обновления экрана 144 Гц, в настройках также можно стандартно выбрать меньшую герцовку. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и результат, я бы сказал, средний, но ближе к хорошему. Экран имеет сертификацию SGS Easy Safe Display и технологию DC-димминга. Показатели шума вы можете наблюдать на экране, глаза от экрана не устают, но я не восприимчив к шуму. Во всяком случае, учитывая, что я пользуюсь смартфонами, у которых показатели шума просто зашкаливают, здесь, вы на экране сами все видите. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Always on Display в наличии. Далее, мультитач на борту, и на 10 касаний экран откликается хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и быстро. Промахи бывают, но не особо часто, и, скорее всего, это из-за пленки. Если пленку снять, я уверен, что все будет лучше. Мне просто экран жалко. Не захотел я проверять, как он царапается. Это в пикселях, когда они приходят у вас без сразу защитной пленки, можно над ними извращаться, а потом думать, куда этот смартфон деть, потому что после дня использования у тебя ощущение, как будто ты его год уже елозил по песку. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Далее, рамки небольшие, не мешают во время использования смартфона. Подбородок небольшой, но в наличии. Цветопередача приятная, с насыщенными цветами. В настройках, разумеется, можно все подогнать под свои предпочтения, и в целом экран отличный, к нему претензий у меня нет. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 730, охлаждение с 7 датчиками VC Cooling System. Интерфейс версии 4.0 на базе Android 12 версии. К слову, разборку этого девайса вы можете посмотреть и погуглить. На YouTube она уже есть. Рекламы практически в нем нет. Интерфейс плавный, без подвисания. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, это самая последняя, и поддержка 5G сетей. Притом для 4G 7 и 20 бенды на борту, плюс для 5G все бенды, что нам нужны для того, чтобы его подключать там, где у нас есть 5G, есть. Различий в бендах и агрегациях между китайской и глобальной версией смартфона тоже нет. То есть, если вы в Европе приобретете Ультру, это то же самое, что вы купите X30 Pro китайской версии.
мысли, у вас бенды будут те же самые. Ну, разница, наверное, будет еще в языках, их будет больше в глобалке. Звучание во время разговора приемлемое, проблем с датчиков приближения и микрофоном у меня не было, вибромоторчик линейный по оси X, тактильно приятный. Bluetooth версии 5.2, почти последний 5.3. NFC смартфон поддерживает, на данный момент можно установить MirPay и спокойно оплачивать покупки. Из навигации от GPS, Galileo и Beidou. GPS-тест в городских условиях, разумеется, показывает тест стандартно на 3 метра точности, что для данного устройства на этом процессоре максимум. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик внешнего освещения и компас. Емкость аккумулятора 4610 мАч. В PC-марке выдал великолепные 8 часов 31 минуту, учитывая, что еще осталось 20%, а тест я проводил при 144 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 125 Вт и беспроводную на 50 Вт, плюс реверсивная на 10 Вт. Можете наушники любимые свои подзаряжать от него. Смартфон заряжается от 0 до сотки за 18 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости у меня улетает 18% заряда. В играх в среднем 24%. 24-26 в зависимости от настроек. Больше 26 пока ничего не высаживалось. Яркость он не снижал, но с другой стороны у меня уже есть на Твиче пример того, как я пытался с него стримить. Одновременно стримить на Twitch без карты захвата и играть в него нельзя. Напоминаю, что это может многие смартфоны одновременно на Twitch выгружать и играть. Это, допустим, OnePlus Ace, OnePlus Racing Edition, притом без каких-то глюков, подвисаний и вылетаний, как Motorola. К слову, Ace обычный сегодня я выгрузил в телеге за 23, и по мне это адекватная цена, если, конечно, на момент вашего просмотра не взлетел курс. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит не лучшим образом. 327 гипсов минимально, максимально 434, в среднем 368 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В 3D-марке показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme максимум, Wildlife Stress Test 10000, Wildlife Extreme Stress Test 2787, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu выдал стандартный результат чуть выше, чем 1 000 000 попугаев. Storage тест показал великолепные цифры, вы их сами видите сейчас, и 30-минутный стресс-тест прошел шикарно прямо. Но хочу отметить, что это после второй прошивки, это только 30-минутный тест. При том, что где-то через 25 минут вы видите, он устал. Поэтому эта шикарность такая штука относительная. На лайв-канале у меня был обзор на него, считайте, после 2 месяцев того, как он вышел, потому что вышел он в августе. А вы сейчас смотрите в октябре, ну да, чуть-чуть допилили, во всяком случае в этих моментах. Но здесь допилили, а сейчас мы придем к камерам, и вы поймете, что кое-что и выпилили. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей LED-вспышки. Основной сенсор на 200 мегапикселей с светосилой f на 1.95, сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 117 градусов и автофокусировкой 2,5 см. И портретный сенсор IMX663 на 12 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом и светосилой f1.6. Запись видео доступна в максимальном разрешении у основного модуля 8К 30 FPS, 4К 60 FPS также на борту, но 4К 120 FPS здесь нет. Оптическая стабилизация, как и цифровая, тоже в наличии. Режимы стабилизации работают не все. В 4К 60 FPS ко всему этому стаб отрабатывает не лучшим образом. Оптический и цифровой зум имеется, а также в стоке есть HDR-съемка, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, Pro режим с настройкой ISO, баланса белого и, разумеется, всего подобного. RAW формат для фото также в наличии. В стоке имеется достаточно различных режимов, что, конечно же, радует местами. К примеру, портрету с фокусным расстоянием 35 мм, стандартный 50 мм и 85, но вау-эффекта я не увидел, так как по мне это просто кроп. Да, это удобно, и при хорошем освещении с контрастными цветами можно получить отличные портреты, но это не вынул и нажал. Замедленная съемка имеется максимум 960 FPS, фронтальный сенсор на 60 мегапикселей, находится по центру верхней части экрана и в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки 4К 30 FPS, вне помещения телевик делает очень хорошие фотографии, а с джекам снимает смартфон волшебно, но это костыли. Ультра качество для фото сделали как отдельным режимом, при этом в этом всем режиме снимок выполняется за 7 секунд плюс-минус. Как по мне, это прям долго. Короткие примеры вы сейчас увидите. И хочу отметить, что автофокус сейчас работает на нем адекватно только в 1080p 30 FPS. И если вы хотите снимать со стабилизацией на фронталку, забудьте, потому что будет лютый роллинг шаттер. 4К. Съемка в лифте и в подъезде. Фронталка. Фронталка с 4 камерами. Но, ну вы увидели, да? Задача фронталка сейчас снимают в HD и, ну вот с какой скоростью я должен разговаривать вот так. Короче, фронталка стационарная, считайте как с штативом. Поставили, руку вытянули,
Стабилизатор в этом режиме работает великолепно. Надеюсь, сарказм засчитан. Я помню, что не умею шутить. И роллинг шаттера абсолютно нет. Главное не двигаться. Только начнете двигаться, ну вы поняли, днем, ночью, даже Full HD. Основная камера 4К 60 FPS, цвет, блеск, красота. И еще раз, да, я помню, что в Asus ROG Phone 6, который я не так уж сильно хейтил, фронтальная камера была без роллинг, точнее с роллинг шаттером. Притом очень много Xiaomi Mi 11 Ultra вспоминаем, да? У фронталки есть очень сильный роллинг шаттер. Но мы сейчас относимся к этому смартфону, который у меня в руках, как к флагману за маленький прайс. Так вот, фронталку можете посмотреть на лайв-канале примеры съемки фронталки у айфона почти в полной мгле, еще и с селфи-палки. То есть его колбасило в разы больше, чем этот смартфон. Так еще и по поводу роллинг шаттера и остальных плюшек. Full HD, ультраширик только в 30 FPS. У меня сейчас работает, может завезут 60 ночью, как и во всех других смартах. Считайте, абсолютно бесполезен, но здесь, получается, сейчас мы проверим, ультраширик переключается или нет на основную камеру. Оп, да, он переключается реально на основную камеру физически и довольно-таки плавно. Плюс в карму. И X2. И X2 тоже, то есть на телевик он переключается, как и на ультраширик. Ну, молодцы, но правда телевик X2, а не X3. Как во всех других смартфонах 2022 года, где есть телевик. Двойной режим, когда выходишь в режим Night Vision в фотографии, необходимо стоять около 8 секунд неподвижно. От 6 до 8, в зависимости, получается, от обстановки. Вот так вас будет снимать данная камера. Можно параллельно фотографировать. Самое удобное, что можно ставить и на паузу, и переключаться, и двигать. Ну, в этом смысле они прям молодцы. И можно зумировать даже. Прямо интересное кино. Молодцы. Вот такие штуки интересные в стоке. 4К, фронталка, переход и неприятный свет. Думаю, вам достаточно. День третий, фронталка, и меня уже начинает подбешивать прошивка Motorola. Еще я знаю, что во многих смартфонах так, когда ты выбираешь, допустим, фотография 3 к 4, либо 9 к 16, после твоего выбора и, допустим, выхода из меню или перехода в видео, происходит сброс. Здесь то же самое, это очень неприятненький такой момент и неудобный. Кто фоткает, тот поймет. Основная камера 4К 60 FPS. И если вы на картинке видите, что сейчас темно, нет, сейчас не темно. Смартфон по мне не вывозит. Хотя, ну опять же, нужно будет смотреть на большом экране. Вот здесь видно все. Вы не видите, скорее всего, ничего. Отличная фронталка, 4К 30 FPS, но... Да, и у Xiaomi такое бывает, правда в прошлом году, и смартфон прошлого года Mi 11 Ultra, он как раз недавно стоил 34 тысячи, но он лучше во всем. Сейчас он, наверное, 40 на глобалке, может быть 45, но хотя я его не советовал, он все равно лучше во всем. Фронталка и съемка у Казанского собора. Если вы не дергаете ничего, не особо хорошо видны облака, которые здесь красивые такие, перистые. Вот видите. Но лицо, в принципе, неплохо он передает. Морщины, конечно, не так великолепно видны, как на том же iPhone 14 или 14 Pro, но неплохо. Напоминаю про вот это вот дело, да. Основная камера 4К 60 FPS, съемка с одной руки. И вот так вы сможете снимать красоты, если вы куда-то поедете. На смартфоне картинка слегка дерганая. Вполне возможно, у вас как-то будет по-другому. Съемка только начата. То есть, по идее, он должен без фризов работать. Но вот так. Обещать то, что он допилен будет, я не буду. Во-первых. Во-вторых, не факт, что, опять же, на компьютере будут видны эти фризы.
Хотя все возможно. Ультраширик только в 1080p 30 fps. Видите, как он работает. Видите облака. Фронталка не могла их поймать. Все, конечно, не особо естественно, потому что небо здесь довольно серое. Но вот здесь оно, наоборот, более голубое и менее насыщенное. Но по мне снимает довольно неплохо. Сейчас мы проверим, как он будет с цветочками себя вести. По мне вроде даже очень неплохо. Узнаете? Узнает, чуваки. Узнаете Rolling Shutter? Даже серые магазины не покупают Моторолы. Кто там говорил, что у нас газификация, да? Уголь ли это? Наверное, просто поиграться типа песочка. Красиво тут. 4К 60 FPS, тест камеры, безумный просто ветер. Единственное, я стараюсь рукой прятать микрофоны. Сейчас не специально перекрыл, получается, основной модуль. Вот так примерно будет снимать данная камера при сильном ветре. И по мне, по стабу вообще все неплохо. А по облакам вот смотреть на них довольно тяжело. Ничего, так, можно параллельно фотографировать. X смотрим. X1,5 всего. Интересно. И пример съемки. Вот такая вот прелесть. Если брать X, то максимум X1,9. И норм. Красиво снимает даже через грязное стекло. Романтик. Нас пропускают, спасибо большое. Тест работы Motorola в лифте. Фото очень долго делает, секунд 6. Фронталка 4К 60 FPS. У меня не оставляет ощущение, что вот этот вот Rolling Shutter, это, конечно, ужас просто для камеры такой стоимости. Понятно, что вроде бы 40 это и не критично. И вроде бы в прошлогоднем Mi 11 Ultra тоже была такая же беда. Но в то же время они же позиционируют себя как первый эшелон. Ну пусть пытаются сделать что-то как первый эшелон. Потому что у первого эшелона сейчас никаких роллинг шаттеров нет. Проверяем автофокус 4К 60 FPS. Опа, он не хочет или не может сконцентрироваться на этом объекте. Вот сейчас получилось вроде бы. Рука. Вот так вот подглючивает камера. Смешно. Дубль 2, 4К 60 FPS, попытка теста автофокуса. Я не вижу упорно, чтобы он старался. Вот сейчас он что-то поймал. Раз. Два. Нет, с автофокусом вообще в 8К беда. В 4К, точнее, 60 FPS. Full HD, вот здесь автофокус вроде бы тоже беда. Ну и что мне там писали о Мотороле? Кстати, классная штука. Фронтальная камера 4К, и я скажу, что меня прямо безумно бесит в Мотороле. Это при попытке сфотографировать. Вот ладно, черт с ним, роллинг шаттер, но при попытке сфотографировать каждый раз у тебя ощущение, как будто ты пытаешься фоткать ночью в ночном режиме, и он думает секунд 7 реально, как будто у тебя, не знаю, там Нарза 30 в руках, вот примерно по количеству времени, вот Нарза 30 фотографируют с той же скоростью, что Моторола с самым крутым железом. И смотрите, он вообще в принципе искажает, даже без того, чтобы я дергался. Хорошая фронталка, но если вот стоять, желательно еще молчать, правда? 4К 60 FPS, все еще Motorola, да, на нее такой вот супер расширенный обзор. Почему расширенный? Потому что, не знаю, многие будут мне писать, что Саня, ты чего хейтишь, у них лучшее железо. 200 мегапикселей, к слову, уже вылетит сейчас в Xiaomi 12T, к слову, Xiaomi 12, по-моему, 12 Pro на Dimensity мне так и не пришел. Ждал я его 3 месяца, сейчас идет возврат. Смартфон канул в лету. У меня еще пару таких смартфонов флагманских ушло в лету, но опять же я покупаю все время на Али, поэтому средства мне возвращаются. Я думаю, вы понимаете, какие я сейчас площадки имею в виду, на которых я бы не стал покупать. Или если бы купил, я бы сейчас беспокоился, что мне что-то пришло. А вот сейчас я снимаю прямо против солнца, то есть туда я смотреть не могу практически, если смотреть, что позади вы видите. И в целом
Зайцев ловит. Картинка подтормаживает. Но если снимать стоя, никуда не двигаться, все равно как-то мылит он. Как-то мылит. Ну, хорошее железо, а ПО ленововское. Вот и все. Еще совсем немного фронталки. Вот сейчас идеальное вообще время для съемки. Не слишком темно, не слишком светло. Но все равно вы видите контуры. Ну, фронталки, считайте, нет. Довольно интересно сделано, что Dual Capture — это когда у вас два, получается, окна. Есть режим ставить паузу, есть режим фотографировать, это с одной стороны. Но с другой стороны конкретный минус в том, что зачем это выделять в отдельную функцию фотографию, если это можно делать во время видео. Ну вот так они сделали, вот так можно менять все. И, ну, в целом, Full HD вообще красиво сделано. Можно на ультраширик переставлять с фризами, можно на X1, можно на X2. Как происходил переход, вы и сами видите. Железо топ, а вот все остальное мото. Много адского ада, это Full HD, это туннель, и вы видите свет в конце туннеля, но там не свет. Если посмотреть на iPhone, то примерно такую же картину он и показывает. То есть, если вы думаете, что Motorola плоха, нет. Примерно то же самое. Позади то же самое свет. Если смотрим на iPhone 13 Pro Max, я бы даже не сказал, что намного лучше. Ну а звуки вы сами слышите. 4К 60 FPS, съемка на месте. Ведется здесь недалеко стройка. Довольно все громко, но ветра по минимуму. Вот так примерно в солнечный день напротив солнца вы сможете снимать на этот смарт. Я вижу одни обрывки и фризы. Я еще раз повторяюсь, что мне это дело не особо нравится, как снимают. Но все относительно. 4К, фронталка и все, что вам необходимо знать о том, где, почему и что есть роллинг шаттер. Вот смотрите. Роллинг шаттера нет. Но знаете, в чем проблема? Что вы сейчас его не видите с одной стороны. С другой стороны, здесь сейчас нулевая стабилизация. То есть, если вы выбираете либо хоть какая-то стабилизация, которая здесь не идеальна, разумеется, либо роллинг шаттер. Но с другой стороны, здесь хотя бы вот так разговаривать уже или записывать что-то удобно, потому что когда тебе полностью все искажается, это совсем печально. Так что вот все, что нужно знать о прошивке Motorola. Потом сами покупатели ищут способы, как одно, второе, третье нивелировать. То есть, допустим, не нужен тебе стаб. Готов ты с собой таскать штатив, ставить все это дело и снимать без роллинг шаттера. Окей, только с другой стороны можно и со стабом снимать, со штативом, потому что двигаться ты все равно не будешь. В целом так. 4К 60 FPS, но HDR10 Plus не работает. 4К 60 FPS, оно работает только в 4К 30 FPS максимум. Пожалуйста, вам как работает стабилизатор, если идти довольно плавно с двух рук, никуда не бегая. Не сказал бы, что он плох, но идеальным его не назовешь. Но, во всяком случае, я картинку вижу так. Возможно, вы видите ее по-другому, потому что постобработка все равно то, что сохраняет телефон, это не то, что я сейчас вижу. А это уже Full HD 1080p 60 FPS. Не думаю, что вы, многие, большинство из вас, видите разницу между 4К и Full HD 60. Хотя все зависит от того, на каком источнике вы смотрите. Еще немного Full HD с места, с одной руки. Разумеется, 1080p 60 FPS. Вот такие здесь лавки, где прямо сразу делают посуду при вас. Еще немного Full HD. Как вы думаете, куда очередь? Делаем X. Разумеется, к пончикам. X почему-то не делается с руки. Ну-ка. Барахлит увеличение 1,9 максимум. Там делают пончики. Люди стоят в очереди. Для вас постараюсь не дергать. 4К 60 FPS и поделки в принципе тоже такие же, как
И у нас все плюс-минус одинаковое, что у нас на ярмарках в выходные, что где-то еще. Мир очень похожий. Здесь теплее пока. Вот так снимает камера в облачную погоду, без переизбытка света. Вообще условия просто идеальные. Ветер не сильный, двигаюсь медленно, поверхность ровная. Правда, единственное, несу в одной руке. И что-то мне подсказывает, что стаб справляется, мягко сказано, плохо. Хотя пишите в комментах, как вы считаете. Плохо, неплохо. Вот так выглядит фитнес Full HD с дырками в окнах. Получается прямо у старого города с открытыми окнами. Прикольно. А вот насчет стаба Full HD, мне кажется, что не особо все прикольно. 4К 60 FPS, немного теста автофокуса. Вот он поймал его. Раз, два, три. Ну, вы поняли. Вот он его видит, а все остальное он не хочет видеть. Ладно, помогу рукой. И помог рукой, он все равно не хочет видеть. Ладно. Упрощаем задачу. 4К убрали, Full HD, 60 FPS. И помогаю рукой. Я не знаю, что за залипалово. Вот получилось рукой помочь. Давайте без 60 FPS попробую. Full HD 30 FPS уже. Раз, идеально. Два, идеально. Три, идеально. Наверное, было залипло что. Full HD 60 FPS. Еще раз. Ну вот стою спокойно. Раз, два, три, четыре. Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нет, ну давайте, фанаты Motorola, напишите мне, что я опять не так делаю. 4К 60 FPS, вот такая мини-экскурсия получилась с Motorola. Много аутлетов здесь. Вот так выглядит трамвай. И очень даже комфортно на этом деле кататься. Дешево, с кондиционером, непривычно. В таких автоматах продаются просто билеты и все. А по поводу съемки, ну сами видите, вот сейчас против солнца смотреть невозможно. Здесь самолет летит, если вы его видите. Попытаюсь его увеличить, не успел. Он ушел уже за зелень. Вот X1.9, X1. Ну, шумно, безумно, не знаю. Если что-то слышите, это отлично. Если не слышите, ну, значит, так оно и должно быть. Вот так оформлен ТЦ сток. Не огромный, но и не маленький. Фонтаны жалко, не работают. Вот он, закат в 4К между двумя трехполосками. Громко, светло и пасмурно. Ну что, уникальный стресс у камеры. Дождь, съемка ночью. Но хочу отметить, все это происходит под зонтом. То есть никакие капельки на линзу попадать не будут. Немного трамвая ночного, немного неоновых всяких штуковин. И уже без зонта вы видите молнии или хотя бы вспышки от них. В целом, если не вот такие зайчики, я бы сказал, что ночью он справляется неплохо, если встать. Вот если встать, хотя опять же вот все размыто, неоновые надписи. Некоторые читаются очень крупные, некоторые не читаются. На других аналогичного ценника смартах все намного лучше. И непонятная дымка на фронталке. Тут один сплошной шум, 4К. Но опять же вам решать. Главное, что, как говорится, уже нет стабилизатора включенного, правда, и нет роллинг-шаттера. Немного двойного видео. В окошечках у нас один, получается, ультраширик, основная камера, и фронталочка. Ох ты, ёшки, ветер сильный.
И наоборот, фронталочка и основная камера. Фронталка шумы, основная камера, ну-ка, в онлайне. Да, можно поменять. Фронталка Full HD особенно комфортно, что можно на селфи делать широкий угол. И понятно, что, допустим, на основную камеру портрет это кроп на 35 мм и все остальное, но в целом, ну, камера нравится. 4К, фронталка, и что я хочу сказать, разумеется, с Gcam все это дело работать будет лучше, но это будет не с руки, это, проще говоря, всегда нужно будет что-то настраивать. Разумеется, без стабилизации, то есть вот мы не видим роллинг шаттера, и камера хороша. Особенно она хороша, конечно, для фото. Ну и фронталка для видео в пасмурный день, вы видите, вывозит, ну вот сейчас неплохо. Но мне не нравится этот тремор. Тремор не у моей руки, а тремор, собственно, у сенсора, потому что стаб отключен и камера чуть-чуть трясется. Если, соответственно, включаем все это дело, мы помним, что получаем смазанную картинку. По поводу микрофонов и всего остального вам в первую очередь делать выводы. Я могу делать выводы простые, что за эти деньги с таким железом, разумеется, мало что можно вытянуть, с одной стороны. С другой стороны, фотографирует хорошо много чего, даже Pixel 5 за те же, там, не знаю, 20 с копейками тысяч рублей фотографируют не намного хуже. Минусы. Нет защиты от влаги, псевдо-стерео, а хотелось бы полноценные два основных динамика. Нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Также нерадостные показатели в тротлинг-тесте. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она не особо поменялась. Для многих, кто является фанатом Motorola, мне кажется, она будет адекватной. Для остальных, если вы понимаете, что этот бренд принадлежит Lenovo, можете посмотреть мой телеграм-канал со скидками. Резюмирую, об этом скажу. 12T Pro можно было приобрести буквально 3-4 дня назад за 38 тысяч рублей, а он тоже 200 мегапикселей и там другие плюшки, много чего лучше. Хотя опять же это Xiaomi, это MIUI, если вы фанат Motorola, это совсем другая история. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и скидок, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, и всем, кто оставит комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Резюмировать бы хотелось довольно просто. Опять же, на этот же аппарат 4К 60 FPS я бы мог вам рассказывать, какой здесь классный экран. Получается 144 герцами. Но не буду. Почему? Потому что обновление на Motorola в среднем прилетает где-то 2-3 раза за год, и то это неплохо, и то если это флагман. Если брать какие-то его еще плюшки, да, есть реверсивная зарядка, есть беспроводная зарядка, есть фото на 200-мегапиксельный сенсор. Но мы помним, да, вы видели в ролике, сколько нужно секунд стоять и ждать. По поводу стабилизации, если ты ее не отключишь, ты получаешь роллинг шаттер на фронталке, и это плохо. По поводу Gcam, ты каждый раз будешь заходить в Gcam для того, чтобы сделать фото или видео. Они все это дело не допилили. Я могу долго и упорно танцевать по поводу каких-то его плюсов, но супер разрешения, допустим, как у тех же Redmi за эти деньги, K50 Ultra, у него нет. Если брать какие-то другие фишки, у него нет супер фишек, кроме того, что он первый смартфон на 200 пикселей. Да, хорошо, что китайская глобальная версия ничем не отличается, но, допустим, у меня китайская и русского языка нет, в отличие от тех же смартфонов BBK. И это конкретный минус. Рассуждать по поводу того, а что тогда брать, Xiaomi 12T Pro. В глобалке я выгружал тоже 200 мегапикселей камера, стоил 38 тысяч на сейле, это было буквально неделю назад, в телеграм-канале скидок, можете полистать, посмотреть. Вот это весело. Этот аппарат за свои деньги не весело. Изначально он был не веселый, потому что вы можете посмотреть количество продаж этой Motorola. Они продают для того, чтобы, ну не знаю, чтобы кто-то покупал, может они где-то их дарят, я не знаю, как они умудряются окупать то, что они делают. Но, в принципе, железка своих денег в каком-то, наверное, мире стоит, если забыть о других железках. В моем мире это оверпрайс, девайсу от меня нет. Подписывайтесь на канал, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Разумеется, еще раз повторяюсь, выход пишется на нее. Мне нравится, как она снимает, но ко всему остальному вы уже услышали в ролике, у меня море вопросов. Да, я рассказываю вам о разных девайсах, и IQOO 10 недавно был, разумеется, IQOO 10 Pro, и какие-то во мне эмоции вызывают. С этим делом я ходил 1,5 месяца, я надеялся, что они телефон допилят, они его не допилили. Да, он стал более стабилен по процессору, но камера как была с роллинг шаттером, так и осталась. То есть на ПО Motorola, как всегда, забила. Он у меня уже получается с начала сентября, почти 1,5 месяца. Надеюсь, поддержите комментом. Еще раз, девайсу нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.